Я каждому новому человеку могу вот на наши следующие 4 года расписать вот такой график настроений. Да. Воодушевление при знакомстве, если мы вдруг договорились и пошли в проект, там, удовольствие от первой части проектирования, когда семья участвует, собственно говоря, в создании проекта. Очень многие же этим процессом заражаются. Почти все мои клиенты не смогли уйти от стройки потом никак. Ну, первый этап — это воодушевление и совместное творчество. Потом некая пауза, когда мы уходим в рабочее проектирование, и у нас 2-3 месяца мы почти не общаемся, потому что решаем инженерные задачи, и к хозяину обращаемся только когда я не могу договориться с инженером или какой-то вопрос, который влияет на стоимость здания, и я должен с ним обсудить. Ну, я же не для себя строю, потому что можно и ракету в космос запустить. Вопрос, сколько это стоит. Поэтому всегда на этом этапе мы консультируемся только по поводу, ну, скажем так, решений, которые влияют на стоимость. Соответственно, 2 последних месяца, они для клиента так, они исчезают. Потом начинается стройка, это драма. Всегда. Вот. Первая реакция на котлован, то есть ощущение того, что зачем так много. Потом появляется плита над цоколем, и есть ощущение, что а куда все делось. Потом вырастают стены, и мы видим и думаем: Господи, какой монстр, что это, что за подстанция, что за ужас такой снаружи, а изнутри тесно, темно, холодно, грязно. Вот, а это вот нижняя, наверное, точка. Нижняя, когда все плохо, все ужасно, куча денег потрачена, и что, вот это вот куча кирпича грязного. А потом начинается, видимо, самое интересное, тот этап, который приносит больше всего удовольствия, когда потихонечку дом обрастает кожей, он снаружи уменьшается визуально, а изнутри, наоборот, начинает расти, наполняться светом. Потом ставятся окошки, настроение еще лучше. Потом ошпаклевываются изнутри стены, а фасад уже закончен, и вообще уже хорошо, уже можно наконец представить, как все это будет, потому что все остальное время люди живут на доверии к архитектору, потому что мало кто понимает, чем все это закончится. Вот. И это реально тяжело. А тебе нужно каждый раз принимать решения и платить. Принимать решения, платить. Это безумно тяжело и очень нервно. Вот. Ну и финал, когда уже все, можно въезжать. Основная задача — выгнать последнего строителя, который пытается что-нибудь там где-нибудь в углу докрасить, дошпаклевать, прикрутить последний плинтус. Вот. В этот момент об архитекторах все забывают и начинают жить. И слава богу.